Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск». Сегодня 8 мая 2025 год. Сегодня день памяти и победы над нацизмом. Вспоминаем погибших в ту войну и сравниваем то, что было тогда, с тем, что происходит сейчас. Фашизм возродился, нацизм возродился. Он возродился на Москве. Путин – это Гитлер, российские вооруженные силы – это вермахт, только в ухудшенном варианте. И все, что происходило в 1939-1945 годах, мы видим, как говорится, сегодня на лицо. То есть полное возрождение фашизма в отдельно взятой стране. При попустительстве всего мира, который что тогда, знаете, смотрел сквозь пальцы на то, что происходит в фашистской Германии, что сегодня, мало что изменилось. Единственное, что не изменилось, это борьба с фашизмом. И вот за сегодняшний день 1200 путинских фашистов отправились курсом русского военного корабля, того самого, который сегодня кормит раков, или омаров, или крабов. Что там, на берегу Черного моря? Хамсу кормит, да. 1200, всего 961 970. Где происходят бои, где путинские бандиты несут наибольшие потери. Ну, понятное дело, это Донецкая область, где они пытаются атаковать, закапывая в лесопосадках, ну, просто уйму своих солдат, но не только там. Также происходит довольно серьезное боестолкновение в Курской Народной Республике. А именно в Теткино, да, вот, там очень интересный момент, там, значит, одни рашистские военкоры пишут, что наши часть села большую захватили, или, точнее, будем говорить, освободили, правильно, ведь от московитов это же освобождение. Наши освобождают Теткино, снова освобождают Курскую Народную Республику от этого представителей драного московского улуса. Да. Так вот, другие пишут, что наши находятся только на окраинах, но все сходятся на том, что бои происходят на территории Курской Народной, и что рашисты там несут значительные потери. Чего-то более точного я вам сказать не могу, даже если знаю, просто потому что нельзя подводить ребят из ВСУ, нельзя ничего лишнего сказать, где кто находится и как находится. Поэтому просто, как говорится, ограничимся тем, что поют российские Z-пропагандисты. Вот и все, хватит. За вчерашний день было уконтрапуплено и отправлено туда же, в металлолом, 2 путинских танка, всего 10 782. Ну и 10 бронемашин в переплавку туда же, да, до свидания, будьте здоровы. Всего 22 429. Дальше. Урожайный такой, хороший, смачный день на пушки и минометы рашистские, 50 штук за сутки. Шпонь и нету. Всего 27 552. Кстати, вы заметили, что вот особой разницы в потерях, вот, как говорится, прошедшего дня и до того дня нет. То есть, я не знаю, где там это перемирие, как оно и что оно, но потери говорят сами за себя. Единственное, что давайте мы еще посмотрим, вот завтра, когда будем потери оглашать, посмотрим, какие будут уже тут результаты. Но почему-то мне кажется, что они не будут нулевыми, потому что бои продолжаются по всей линии боестолкновения. Так что все это путинская вот эта вот туфта, это все перемирие, тьфу, да. 1 град уничтожен за сутки и всего 1379 единиц РСЗО. И одно средство ПВО. Замечательно. Одно лучше, чем ничего. Тем паче иди его восстанови. Всего 1156 ПВО. Очень дорогое и очень сложное в производстве. Да, на атаках вчерашних беспилотниками тоже, как говорится, это перемирие, ну, не отразилось. Но будем говорить, что оно еще не наступило там вроде бы как. Но опять говорю, посмотрим. Будем посмотреть завтра потери. 141 беспилотник был сбит в общей сложности, большая часть шахеды, много обманок было, всего 35 407. Ну и, как обычно, большие у них потери в автотехнике, на которые они любят ходить в атаку. Да, вот удивительные вещи происходят. Я просто вчера вывесил, знаете, видео очередной атаки рашистов. Ну, на этот раз не пехом, нет. На этот раз
Ну, там они использовали мотоциклы и, по-моему, то ли квадроцикл, то ли этот самый, то ли, скажите мне, гольф-кар, да, на минном поле. Один подрывается, второй подрывается, третий. И они идут вперед. То есть они с выреченными глазами, зная, что через несколько минут его разорвет просто на мелкие кусочки, или он сгорит, или аннигилируется, трудно сказать. Но он же прекрасно это осознает, он все равно прет вперед. То есть своего командования, этого вот фашистского, этого садистского, он боится больше, чем мину, на которую наступит или наедет через буквально 10 секунд. Они никто не это самое, никто не уклонился, ничего, то есть тупо пошли вперед, и тупо там, как говорится, все без единого выстрела на минном поле все там и остались. Вот я сейчас приложу внизу в описании к данному ролику это видео, чтобы вы просто могли оценить уровень зазомбированности и переляка вот этих вояк. Да, 120 за вчерашний день автомобилей, скажем так, всего 47 604. Ну и 2 единицы спецтехники, что дает нам в общей сложности 3875. Да. То есть, опять-таки, еще один день, который показывает, что Путин воюет мясом. Путину плевать на потери собственных чмобиков. И, кстати, в этом-то, собственно говоря, его коренное отличие от немецкого, от командования вермахта времен Второй мировой войны. Те хотя бы своих беречь пытались.